Спасибо. Для меня большая честь быть с вами сегодня на вручении дипломов одного из лучших университетов мира. Если честно, я университетов не заканчивал, но сегодня я как никогда близок к окончанию университета. Сегодня я хочу рассказать вам 3 истории из своей жизни. Ничего особенного, просто 3 истории и все. Первая история о соединении точек. Я бросил Рид-колледж через 6 месяцев после поступления, но оставался там в качестве вольного слушателя еще в течение 18 месяцев, пока, наконец, не ушел. Почему же я бросил учебу? Все началось еще до моего рождения. Моя биологическая мать была молодой незамужней аспиранткой и решила отдать меня на усыновление. Она настаивала на том, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием. И поэтому все шло к тому, чтобы я попал в семью юриста. Так начиналась моя жизнь. И 17 лет спустя я пошел в колледж. Но по наивности я выбрал колледж, который был почти таким же дорогим, как Стэнфорд, и все накопления родителей были потрачены на мое обучение. Через 6 месяцев я перестал видеть смысл в своей учебе. Я не знал, что я хочу делать в своей жизни, и не видел, как колледж поможет мне это понять. И вот я просто тратил деньги родителей, которые они копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и надеялся, что все как-нибудь образуется. Сначала я был напуган, но, оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что это было одним из моих самых правильных решений в жизни. Когда я бросил колледж, я мог больше не посещать обязательные занятия, которые мне ничего не давали, и ходить лишь на те, которые казались мне интересными. Но все было не совсем так радужно, как кажется. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнатах друзей. Я сдавал бутылки за 5 центов, чтобы покупать еду. И каждое воскресенье я проделывал пешком путь в 7 миль через весь городок, чтобы раз в неделю как следует поесть в храме Кришнаита. И это мне нравилось. И многое из того, с чем я сталкивался, следуя своей интуиции и любопытству, оказалось позже бесценным для меня. Вот вам пример. Ридж-колледж предлагал лучший во всей стране курс по каллиграфии. По всему кампусу каждый постер, каждая наклейка на ящике была написана каллиграфическим почерком от руки. Так как я не ходил на обязательные занятия, я решил посещать уроки каллиграфии и освоить это мастерство. Я узнал о шрифтах с насечками и без, о разной величине интервалов между буквами, о том, что делает красивую полиграфию такой красивой. Эти шрифты были прекрасны, как в настоящих старинных книгах. Это было настоящее утонченное искусство, неуловимое для науки. И я был просто заворожен этим. Я не надеялся, что это когда-либо может пригодиться мне в жизни. Но 10 лет спустя, когда мы работали над Макинтошем, все это мне очень помогло. И Mac стал первым компьютером с красивыми шрифтами. Если бы я не записался на тот курс в колледже, у Мака не было бы нескольких наборов шрифтов и пропорциональных сбалансированных символов. А так как Windows просто скопировал Mac, очень вероятно, что ни у одного персонального компьютера не было бы всего этого. И если бы я не бросил колледж, я бы никогда не записался на этот курс каллиграфии, и у компьютеров бы не было такой потрясающей полиграфии, как сейчас. Конечно, нельзя было понять эту связь, соединить все точки, когда я был в колледже, но через 10 лет все стало очень понятно. Вы не можете соединить все точки, смотря вперед. Вы можете проследить связь, только оглядываясь назад. Поэтому вам придется довериться тем точкам, которые каким-то образом соединятся в будущем. Придется на что-то положиться. На свой характер, судьбу, интуицию, карму, что угодно. Потому что уверенность, что все точки выстроятся в четкий путь, заставит вас слушать свое сердце даже тогда, когда вам покажется, что вы сбились с хорошо проторенной дорожки. Такой подход ни разу не подводил меня, и он изменил мою жизнь. Моя вторая история о любви и потере.
Мне повезло. Я нашел то, что я люблю делать по жизни, довольно рано. Woz и я основали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20 лет. Мы трудились, не покладая рук, и Apple превратилась из компании в гараже, состоящей из 2 человек, в огромную корпорацию с доходом в $2 миллиарда и штатом в 4000 работников. Мы выпустили наше лучшее создание, Macintosh, годом раньше, когда мне только-только стукнуло 30. А потом меня уволили. Как можно уволить человека из компании, которую он сам основал? По мере роста Apple мы нанимали людей, которым я очень доверял в делах управления компанией. И первые несколько лет все шло замечательно. Но затем наше видение будущего стало расходиться, и в конечном итоге мы поссорились. И совет директоров был не на моей стороне. Поэтому в 30 лет я был уволен. Причем очень некрасиво, со скандалом. То, что составляло весь смысл моей жизни, исчезло, и это было ужасно. Я был в полной растерянности несколько месяцев. Я чувствовал, что подвел предыдущее поколение владельцев компании, что я уронил эстафетную палочку, когда мне ее передали. Я встречался с Дэвидом Беккардом и Бобом Нойсом и пытался извиниться за то, что я наделал. Это было скандальным провалом, и я даже думал убежать куда-нибудь подальше. Но постепенно ко мне пришло осознание. Я все еще любил то, что я делал. И события в Apple никак не повлияли на мою любовь. Я был отвергнут, но я все еще любил. И в конце концов, я решил начать все с самого начала. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что могло произойти со мной в тот период. Тяжеловесность успеха сменялась легкостью человека, который все начинает с нуля. Человек, который менее уверен в будущем. Это позволило мне вступить в один из самых творческих периодов в моей жизни. За следующие 5 лет я основал компанию под названием Next, киностудию Pixar, и влюбился в удивительную женщину, которая позже стала моей женой. Студия Pixar произвела на свет первый фильм с компьютерной анимацией «История игрушек». И сейчас она является самой успешной анимационной студией в мире. По невероятному стечению обстоятельств, Apple купил компанию Next. Так я вернулся в Apple. И технологии, которые мы разработали в Next, стали основой нынешнего возрождения компании Apple. А у нас с Лорен замечательная семья. И я вполне уверен, что ничего из этого бы не произошло, если бы меня не уволили из Apple. Это было очень горькое лекарство. Но, видимо, оно было необходимо пациенту. Иногда жизнь бьет нас кирпичом по голове. Но никогда нельзя терять веру в лучшее. Я уверен, что единственное, что позволило мне двигаться дальше, была любовь к своему делу. Вы должны найти то, что любите. Это касается и работы, и личных отношений. Работа заполнит большую часть вашей жизни, и единственный путь к чувству удовлетворения — это делать то, что вы делаете действительно хорошо. А единственный способ делать что-то хорошо — это любить то, чем занимаешься. Если вы еще не нашли дело своей жизни, продолжайте искать. Ваше сердце подскажет, когда вы найдете его. И как это бывает с любыми настоящими отношениями, они становятся лучше с течением времени. Так что продолжайте искать. Не довольствуйтесь малым. Моя третья история о смерти. Когда мне было 17, я прочитал такую цитату. «Если ты будешь проживать каждый свой день как последний, рано или поздно ты почти наверняка окажешься прав». На меня это высказывание произвело сильное впечатление. И с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы это был последний день моей жизни, стал бы я делать то, что собираюсь делать сегодня? Если я слишком много дней подряд отвечаю на этот вопрос отрицательно, для меня это сигнал о том, что нужно что-то менять. Мысль о том, что все мы рано или поздно умрем, была самым полезным инструментом, который я использовал для принятия важных решений в моей жизни. Потому что почти все ожидания, вся гордость, страх и унижение, неудачи, все эти вещи просто растворяются перед лицом смерти. Остается только самое важное. Мысль о том, что ты скоро умрешь, это лучший способ избежать ловушки под названием «мне есть что терять». У тебя уже ничего нет. Нет никаких причин не следовать за своим сердцем. Около года назад у меня был обнаружен рак. Мне сделали рентген в 7:30 утра, на котором была четко видна опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал тогда, что такое поджелудочная железа. Доктора мне сказали, что почти наверняка это неизлечимый тип рака. И что я не проживу дольше, чем 3-6 месяцев. Доктор посоветовал мне пойти домой и разобраться с делами. Это то, что доктора обычно говорят обреченным на смерть.
Это значит попробовать все объяснить детям. Вы думали, что у вас как минимум еще 10 лет впереди на объяснение, а оказалось всего несколько месяцев. Это значит удостовериться, что все улажено, чтобы как можно больше облегчить жизнь вашей семьи. Это значит сказать слова прощения. Я жил с мыслью об этом диагнозе целый день. Позже в этот же день мне сделали биопсию. С помощью эндоскопа у меня взяли несколько клеток опухоли для анализа. Я был под наркозом, но моя жена рассказала мне потом, что, посмотрев клетки, никогда раньше я не был так близок к смерти и надеюсь, что не буду еще несколько десятилетий. Пережив это, я теперь могу сказать вам еще с большей уверенностью, чем раньше, когда эта мысль была чисто теоретической. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые мечтают попасть в рай, не хотят умереть, чтобы попасть туда. Но, тем не менее, смерть — это наша общая перспектива. Никто никогда не избегал ее. И все так, как оно должно быть. Ведь смерть — это лучшее изобретение жизни. Это то, что действительно может изменить жизнь. Смерть разрушает старое, освобождая путь для нового. И сейчас новое — это вы. Но однажды довольно скоро вы станете старыми, и вам придет время уходить. Простите за такой драматизм, но это так. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его впустую, проживая чью-то чужую жизнь. Не следуйте мысли о том, что жить нужно, опираясь на то, что было придумано до вас. Не позволяйте голосу других людей заглушить ваш собственный голос. И самое главное, имейте мужество следовать велению сердца, своей интуиции. Каким-то образом они уже знают, кем вам предначертано стать. Все остальное вторично. Когда я был молод, выходило потрясающее издание, которое называлось «Каталог всей Земли». Он был чем-то вроде Библии моего поколения. Он был создан человеком по имени Стюарт Брент, недалеко отсюда, в парке Менло. Стюарт сделал его с душой. Это было в конце 60-х, до появления персональных компьютеров. Все делалось на печатных машинках при помощи ножниц и фотоаппарата Polaroid. Это был своего рода Google на бумаге, за 35 лет до появления Гугла. Он был отлично сделан, полон идеализма и высоких понятий. Стюарт со своей командой выпустил несколько номеров этого каталога, и потом пришло время последнего выпуска. Это было в середине 70-х годов, когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас. На задней обложке последнего выпуска была фотография сельской дороги на рассвете. По такой можно было бы путешествовать автостопом, если бы вам хватило смелости. Под ней была надпись: «Будь голодным, будь безрассудным». Это было их прощальным пожеланием. Будь голодным, будь безрассудным. И я всегда желал этого себе. И сейчас, когда вы готовы отправиться в долгий путь, я желаю вам того же. Будьте голодными, будьте безрассудными. Спасибо вам большое за внимание.